Когда Чонгук заговорил, мир остановился. Все началось как обычное интервью. Еще одно неформальное появление, призванное продвинуть его новый проект. Фанаты ожидали смеха, обаяния, может быть, пары игривых моментов. Но никто не мог предсказать, что одно заявление Чонгука вызовет эмоциональный шторм, охвативший социальные сети всего за несколько минут. Голос Чонгука слегка дрожал, когда он вспоминал свой путь, воспоминания и людей, которые стояли рядом с ним все это время. Но когда он упомянул Тэйхёна, его тон изменился. Выражение лица стало мягче, взгляд удаленным, почти грустным. И затем прозвучали слова, которые эхом разошлись по всему фандому. «Есть вещи между нами, которые мир никогда полностью не поймет. Но я благодарен ему, как бы далеко мы ни разошлись». Это не было ни обвинением, ни признанием. Это было нечто более глубокое, слова, несущие тяжесть лет, тишины и нерассказанных историй. Через несколько часов хэштеги Jungkook Statement, Taehyun Speaks и BTS Forever заняли верхние строчки мировых трендов. Армии заполнили ленты теорий, эмоциональных постов и трогательных сообщений. Одни считали, что речь шла об их братской связи, другие видели намек на что-то невысказанное, невидимую дистанцию, которую фанаты ощущали уже месяцы, но не могли объяснить. Интернет горел, но Тэйхён молчал. Дни проходили. Ни твитов, ни ответов на Weverse, ни загадочных постов в Instagram. Только тишина. И эта тишина звучала громче любых слов. По словам близких источников, Тэйхён видел этот клип. Он пересматривал его несколько раз, и выражение его лица оставалось непонятным. Участники группы связывались с ним, но он отвечал кратко, сосредоточившись на своих сольных проектах. Это не было злостью, это не было отрицанием, это было что-то гораздо сложнее. Когда такой артист, как Тэйхён, молчит, это не просто молчание, это ожидание. Фанаты затаили дыхание. Ответит ли он публично? Объяснит ли истинный смысл слов Чонгука? Или позволит моменту исчезнуть, как это часто бывает в индустрии? И вот, когда все думали, что он не скажет ни слова, он заговорил. Поздним вечером в Сеуле Тэйхён вышел в прямой эфир. Никакой постановки, никакой музыки, просто он в тихой комнате в простом свитере. Атмосфера была мягкой и уязвимой, будто он пригласил миллионы фанатов в свои личные мысли. Голос его звучал спокойно и уверенно, но глаза рассказывали другую историю. «Я видел, что сказал Чонгук», — начал он тихо. «И я знаю, что многие из вас хотят знать, что я чувствую». Комментарии мгновенно заполнили экран. Сердечки, слезы, бесконечные фиолетовые эмодзи. Он слабо улыбнулся, взглянул на чат и продолжил. «Мы прошли через многое вместе. Не все, что происходит между нами, предназначено для публики. Но я скажу одно. Чонгук занимает особое место в моей жизни». Повисла пауза. Глубокая. Он выдохнул, будто тяжесть лет лежала на одном дыхании. Иногда взросление – это не расставание. Это умение понимать друг друга по-другому. И именно этому мы учимся. Комментарии взорвались. Фанаты плакали, другие писали, что наконец поняли, что происходило за кулисами. Тихая дистанция, отдельные пути, тонкая эмоциональная связь между ними. Слова Тэйхёна не раскрыли всего, но этого и не требовалось. Он говорил от сердца, и этого было достаточно. Прямой эфир длился всего 15 минут, но его влияние оказалось огромным. Кадры разлетелись по всем соцсетям за несколько минут. Интернет превратился в вихрь эмоций – любви, ностальгии и легкой боли. Фанаты делились видеонарезками Чонгука и Тэйхёна за прошедшие годы, их смехом, шутками, взглядами на сцене, которые порой говорили больше, чем слова. Монтажи с меланхоличными саундтреками заполнили ленты. В подписях к видео часто писали: «Они выросли вместе, и, возможно, именно поэтому это так больно. Разные пути – одно сердце». Даже корейские СМИ подхватили эту историю. Репортеры писали, что это был один из самых искренних и неподготовленных эмоциональных обменов между двумя крупнейшими звездами мира. Фанаты видели не скандал, они видели рост, зрелость и тихую боль перемен.
И все же, среди этих эмоций спокойный ответ Тэйхёна показал нечто удивительное. Он не был обижен, он не злился, он был благодарен, и это изменило все. Задолго до этой эмоциональной волны был период, когда Чонгук и Тэйхён были неразлучны. В ранние годы BTS фанаты ласково называли их «линейкой 97-го», озорной дуэт, чья слизь больше напоминала братство, чем коллег. Они смеялись вместе, дразнили друг друга, поддерживали в трудные времена. Те, кто был с BTS с самого начала, знали, насколько настоящей была их дружба. Из эпизодов Run BTS, закулисных моментов и концертов их связь проявлялась в мелочах. Тэйхён поправлял микрофон Чонгуку, Чонгук защищал Тэйхёна на интервью, а по ночам они обсуждали мечты и страхи. Но слава все изменила. Когда BTS стали мировыми иконами, давление усилилось. Каждый участник пошел своим путем. Сольные проекты, съемки, искусство, реклама. Расписания ужесточились, личного времени стало меньше. И хотя уважение между ними осталось, фанаты начали замечать что-то. Меньше совместных моментов, тише упоминания, едва ощутимую дистанцию, которую было трудно игнорировать. Близкие друзья Тэйхёна позднее признались, что он боролся между личной свободой и верностью группе. А Чонгук полностью погрузился в работу. Тренировки, выступления, бесконечное стремление к совершенству. Две души, идущие параллельными дорогами, но так и не пересекающиеся. Поэтому, когда Чонгук произнес те эмоциональные слова, это было не просто признание, это были годы чувств, сжатые в несколько фраз. И когда Тэйхён ответил, фанаты поняли – это не напряжение, это трансформация. Через неделю после эфира источники, близкие к BTS, сообщили о том, что фанаты не видели. Чонгук и Тэйхён встретились лично, без камер, без публики. Это не была спланированная встреча. Все произошло случайно. Чонгук закончил ночную студийную сессию, когда Тэйхён неожиданно вошел. Несколько минут они молчали. Тишина между ними была густой, но не неловкой, словно два человека несли один и тот же груз, не зная, с чего начать. Наконец Чонгук нарушил молчание. «И я не хотел все усложнять», — сказал он тихо. «Я просто говорил честно». Тэйхён слабо улыбнулся. «Ты сделал то, что чувствовал, это все, что важно». Они сидели и говорили не как айдолы, а как старые друзья. О юности, о том, как все изменилось, о том, как мир порой неправильно понимает их молчание. И тогда Чонгук произнес фразу, которая чуть не довел Тэйхёна до слез. «Даже если мир изменится 100 раз, я не хочу, чтобы мы изменились». Этот момент не был записан, не был выложен, но фанаты почувствовали его. Что-то изменилось. Через несколько дней Чонгук опубликовал в Instagram фото ночного неба с подписью «Теперь спокойно». Фанаты поняли, это был не просто мир между ними, это было исцеление. Эмоциональная волна, вызванная их примирением, прокатилась по всему миру. Фанаты со всех континентов делились историями дружбы, взросления и понимания. Люди писали письма, создавали арт, сочиняли песни, инспирированные связью двух артистов, которые показали, что такое преданность и эмпатия. В соцсетях тренды Taekook Reunion и Forever Brothers заполнили ленты. Фанаты писали, как дорого им видеть, что их любимый дуэт смог восстановить настоящую связь в мире, где обычно ценят драму, а не понимание. Они показали нам, что молчание – это не дистанция, а уважение, написала одна фанатка. Их дружба пережила славу, расстояние и недопонимание. Это редкость, добавила другая. Даже корейские СМИ изменили тон. Вместо слухов заголовки гласили: Тэйхён и Чонгук проявляют зрелость и любовь в эмоциональном обмене, связь, выдержавшая испытание временем. Хиби, хотя сначала молчали, позже мягко отметили этот момент, выложив ностальгическое фото BTS времен дебюта с подписью «Всегда 7, всегда семья». Это было тихое, но мощное напоминание. BTS – это не просто группа, это история стойкости, братства и любви, которая превзошла все ожидания. Прошли месяцы после их примирения. Тэйхён и Чонгук
сосредоточились на сольной музыке, зрелой, искренней, глубоко личной. Но фанаты не переставали спрашивать, увидим ли мы их снова вместе на сцене. Ответ пришел на Global Music Awards в Сеуле. BTS не были заявлены как группа, но все случилось неожиданно. Чонгук выступал свой сольный трек. И вдруг, на полуслове песни, когда свет приглушили, из-за кулис проявилась знакомая фигура. Толпа ахнула. Это был Тэйхён. Зал взорвался криками, слезами и восторгом. Тэйхён подошел к Чонгуку с тихой улыбкой. Без слов, без театральных жестов, только легкий кивок двух людей, прошедших через штормы вместе. Когда музыка зазвучала вновь, это уже было не просто выступление, это было воссоединение. Тихое, трогательное и незабываемое.